Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. События до конца декабря. Давайте с вами узнаем, какие события, какие люди окажут влияние на вашу жизнь до конца месяца. С чем это будет связано? Ну или в каких, может быть, сферах жизни придется принимать важные решения. И у нас в наш прогноз войдут те события, которые не умещаются во временные рамки. Обычно мы на канале делаем с вами на декаду прогнозы. Вот давайте рассмотрим то, что ни в один прогноз не вошло. Или каким-то образом, не может оно уместиться, допустим, в эти 10 дней или в предыдущие. А это то, что мы продолжаем. Возможно, будет продолжено и с заходом на 26-й год. А может быть, и что-то завершится. Словом, давайте узнаем. И первые 3 карты – это у нас потоковая информация. Что вам важно знать или нужно услышать прямо сейчас? Что о вас и для вас хотят сказать карты? Первый знак судьбы, второй, мои дорогие водолеи. Я же от себя могу сказать, что вы с чем-то будете определяться. Может быть, для кого-то из вас конкретные как рамки какие-то существуют. Или как все зависит от того, чем вы занимаетесь. Но у кого-то могут быть и вопросы, которые касаются недвижимости, места пребывания, может быть, оформления каких-то документов. То есть я хочу сказать, что, как вот именно через оформление для кого-то из вас. Ну и ретро-уран в Тельце, уран ваша планета-управитель, а ретро – это всегда с приставкой пересматриваем, переписываем, реорганизовываем что-то. И это в Тельце все вопросы, которые касаются благополучия. И личная жизнь, и дом, и финансы, понятно, тоже. И к чему это все идет? К чему быть готовым, да? Как мы говорим, предупрежден, значит вооружен. Что случится или что произойдет? И для чего это все было нужно? Как все обернется? Давайте узнаем, к чему же это идет или к какому итогу, может быть, вас Вселенная подводит. Первый знак судьбы. А вот объединить нужно вопросы чувств. Может быть, конкретно вопросы дома, места проживания. Это ваши близкие. Чаще всего это личная жизнь. У кого-то это родственники, любимый человек. И неважно, пусть у нас тут король, а тут, в принципе, могут говорить о личной жизни. Либо это вы сами, либо это ваш партнер. Но именно через жизнь личную есть какие-то темы, да, или то, что должно быть, может быть, переведено в какой-то новый формат. Я этого не исключаю, потому что вопросы такие прагматичные, материализма, они тоже присутствуют по этой карте двора. Вот, может быть, и персона сама по себе, которая рождена под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Но и есть еще и материальная тема, опять же, ведь не случайно нам всегда король, хоть вроде бы и кубки, да, чувства, эмоции, все прекрасно это, да, но тем не менее, а вот вернуться на грешную землю, как будто или к какой-то реальности, нас время от времени жизнь заставляет. Потому что вот этот трон или какой-то постамент обычно находится на нем король. Это как раз вот материальная тема. И нам карта говорит, с учетом именно короля кубков, он умеет распределять, он не добавляет эмоций в дела, которые нужно решать рационально, но и этой сухой прагматики он не добавляет в сферу чувств, умеет правильно как-то переключаться. Но у кого-то это вопросы как знак судьбы, можно сказать, тема личная, да, или в целом все то, что знаменует Уран в Тельце, ваша планета, которая вас призывает, как и быть внимательным, может быть, и к личной жизни, или что-то продумать, или организовать что-то, или как-то пересмотреть и сферу финансов. Ну, давайте откроем второй знак судьбы. Вот все то, что я сказала. Тут на пороге новый жизненный этап. И мы эти перемены явно не отменим. И причем вы уже как приблизились к этому порогу. Мы всегда говорим, что нулевой аркан, конечно, это старший аркан. Это какие-то неожиданные события могут быть. Но это карта, знаете, как вдохновения, оптимизма. Когда мы полны жизненных сил, это не без этого. Но ведь иногда вот эта полнота, да, когда мы
можем быть чем-то воодушевлены или иметь даже какой-то свой план. Мы верим, что у нас получится что-то осуществить. И самоуверенность– это прекрасное качество, но иногда оно одновременно сопровождается самонадеянностью, и мы можем сглупить. Все-таки этого карта тоже не исключает. Поэтому более рациональнее. Не случайно ведь обычно шут изображен в классических колодах на краю обрыва, и уже как будто ногу занес, да. А вот тут и собачка, которая обычно сопровождает, чаще это прообраз Анубиса. Какую-то ошибку нельзя повторить, мои дорогие. То есть если мы говорим о новых энергиях, так тут и с ними взаимодействовать нужно как-то по-новому. А это всегда несколько неожиданно. Но это у нас колода Чиро Маркетти, и обратите внимание, у нас волшебник Шут жонглирует всем зодиаком, по сути дела, так. Давайте, но это, знаете, это новый жизненный этап. Что-то прежнее, оно уже, да точно, с учетом аркана Верховный Жрец, оно уже как будто требует подведения итогов, стабилизации. И это все вот где-то ретро-уран в Тельце. Я должна сказать, что тот период, как бы мы его ни ощущали, может быть и сложно, может быть где-то и тяжеловесно, ведь Урану не очень комфортно в знаке зодиака Телец. Вот 26 апреля уже 26 года, забегая немножко вперед, да, так если заглянуть в будущее, то Уран в Близнецах окажется, и он там себя очень комфортно, приятно будет чувствовать, потому что Близнецы, как и вы, мои дорогие Водолеи, это знак стихии воздуха. Это сами по себе перемены, это где-то инновации, это может быть революционные какие-то и инновации, и перемены, какая-то реструктуризация, перестройка. Но это жизненный драйв, который нам нравится. Нет вот этой, знаете, вот, как я сказала, тяжеловесности или каких-то оков. Но мы пока говорим, что мы живем вот в это время, правда? Декабрь, пусть это действительно, мы с вами задали вопрос, то, что не умещается в рамки. Тут вам нужно что-то стабилизировать. И если уж мы говорим о планетах, Уран в ретро-движении останется в Тельце до 4 февраля. Поэтому немножко мы можем забежать вперед. То, что вы решаете сейчас, скорее всего, вы будете как будто укреплять, стабилизировать в течение января, по крайней мере, до 4 февраля. Уран после 4 тоже останется в Тельце, но это будет уже прямое, эти директные движения, когда многие события у нас как бы начнут продвигаться, или какое-то движение, или мы будем уже получать какие-то результаты. Но вот именно сейчас, может быть, нам дается время правильно определиться, в каком направлении же мы идем, где-то себя обезопасить, что-то просчитать, наметить какие-то новые тезис-планы. Может быть, иметь с учетом аркана нулевого план А, план Б, план С. И ведь это всегда карта иерофант учителя и ученика. Да, мы адаптируемся, мы учимся жить в тех условиях, которые сложились, но которые мы изменить не можем. Вот у кого-то так. По аркану Иерофант кто-то может буквально сесть за парту, но я не имею в виду академические знания, хотя я этого не исключаю. А здесь, может быть, какие-то, знаете, как скиллы, навыки вам совершенно необходимы. Кто-то сядет учить язык, кто-то пойдет учиться на права. Я почему так говорю, сейчас объясню. А кто-то будет именно вот ту профессию какую-то, да, как ремесло осваивать, чтобы быть более свободным, работать из любой точки мира. И это очень актуально с учетом, опять же, планетарных транзитов, потому что Уран, как известно, он все дробит. А нам вот из этих дробей нужно что-то, какой-то воедино, какой-то волшебный узор, мои дорогие, сложить. И вы где-то можете чувствовать, вроде и сложить как надо, да? Чтобы вот, ну, какая-то гармония была. Но как соединить несовместимое, это может быть сложно. Почему я это сказала, забегая опять же немного вперед, хотя вот сейчас, в конце 2025 мы можем это чувствовать. Три важных составляющих на 26 год, да и сейчас тоже, как я говорила, и как три кита. Первое– вопросы денег, финансов. Это откуда к вам приходят деньги или каким образом вы их зарабатываете, первое. Второй момент– быть мобильному. То есть сама по себе мобильность, иметь возможность передвигаться. И для кого-то это будет, может быть, означать как
Надо подумать о том, чтобы иметь права. А для кого вы их уже имеете, у вас транспортное средство, то тогда в надлежащем виде и транспортное средство сохранять, да, то есть наблюдать, не оставлять что-то на последний момент. То есть вот именно мобильность. А если вы не обладаете ни тем, ни другим, так тоже бывает и есть, и очень много таких людей. Поэтому тут нужно все равно свои маршруты вам как будто продумывать. Причем есть один маршрут, а может быть еще и для себя рассматривать альтернативный вариант. Нас как будто жизнь заставит быть мобильными. И третий компонент — интернет, мои дорогие. Вот интернет-доступ сам по себе, ну и умение с интернет-ресурсами взаимодействовать. Для кого-то работать в интернете, а для кого-то, возможно, только освоить, каким образом это все работает. Потому что, ну, цифровизация идет, это каждого затронет, в том числе где-то и в финансах. Для чего я это сказала? Потому что если один из этих трех компонентов где-то у нас пролоббирует, провисает, или мы этого как будто осуществить не можем, воспользоваться в полной мере, то тогда два остальных момента нам как будто будут, или компоненты нам будут добавлять возможностей. В конечном итоге, хотим мы того или нет, ну вот, наверное, вот эти три кита нам придется в течение 26 года учитывать. Вот какая-то у вас может быть перезагрузка сейчас, как и подведение итогов, так и планы на будущее. Ладно, мне хочется пойти дальше. К чему же все идет? Вот к какому-то однозначному решению, мои дорогие водолеи. И причем, знаете, туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Конечно, это может быть новость, которая врывается в вашу жизнь. И вот вы понимаете, само то, что мы услышим, или то, что происходит вокруг нас, о чем мы узнаем, мы не можем это оставить без внимания. Я не исключаю, что для кого-то из вас это, знаете, как пазл какой-то сложился. Это ваша какая-то эврика, когда вы понимаете, как вам нужно действовать. Но самое главное, это, знаете, как пункт в нашей жизни, который как раз-таки и делит на ту эпоху, которая была, и на какое-то начало. Давайте откроем, к чему все идет, что случится, что произойдет. Шестерка чаш конкретно ваше ближайшее окружение. Ну, я допускаю и более далекое. Вы, может быть, и причесывать будете. Такое окружение, кто с вами, кому вы можете доверять, кто люди надежные, ну, а кто так себе. По шестерке чаш все же в этой колоде нам говорят о дружбе, правда, которая длится долгий период времени. Есть в вашей жизни люди, которым вы можете доверять, это точно. И, видимо, взаимодействие с этими персонами, пусть это будет даже один человек, но это какое-то имеет влияние и должно быть продолжено. Именно в этой колоде карт нам говорят о каком-то важном человеке. И, может быть, эта карта будет говорить о личной у кого-то жизни. Но я точно так же допускаю дружеские какие-то отношения. Тут, понимаете, может быть, у вас тысяча знакомых. Может быть, вы публичная личность. Может быть, вы вообще, в принципе, работаете в интернет, да, медийный человек. Я такое тоже допускаю. Вы известная личность. Но это ведь, согласитесь, ни о чем не говорит. Самое главное, вот есть, знаете, что-то основополагающее, как будто на этом заостряют внимание. Это то, что будет сохранено до конца декабря, и то, что будет иметь значение на 26 год. Это, знаете, вот если есть такая поговорка «один в поле не воин», но как будто будет тот пункт, когда в вашей жизни или момент, когда вы можете это прочувствовать. Не случайно же говорят, что если хочешь идти быстро, иди один. А если хочешь идти далеко, тогда иди с кем-то. Вот этот кто-то вам нужно продумать. И время строить правильные социальные связи. Но и не замечтаться, мои дорогие. Пусть не в этой колоде, но все же. Это карта ностальгии. Поэтому, может быть, кому-то из вас по части личной жизни, все же мы все разные, верно? Хоть и смотрим именно на водолеев, но у каждого своя судьба. Так вот, если уже была какая-то грустная история, действительно, проблема ведь никуда не делась. Она не исчезнет сама по себе. И тут ностальгировать не самое
доброе время, да вы всегда, наверное, поностальгировали, может быть, какое-то время нас накрывают эмоции, воспоминания, но где-то мы должны немножко себе разграничивать это пространство, пусть даже ментально, потому что нас это может углубить на какую-то уже ненужную философию или затянуть в какие-то воспоминания. Ну, мы можем что-то и прошляпить, почему нет? А тут нужно быть реалистом. И вот как раз туз жезлов говорит, что кто-то будет и в личной жизни просто принимать какое-то очень важное решение. Так что же случится или произойдет? Вот для кого-то важные контакты, они будут касаться напрямую вашего благополучия и финансов. Может быть, это есть и люди, которые вас именно могут поддерживать не только словом, но и делом. Здесь больше практика нам, да. Есть решение, есть и взаимодействие, но есть еще и какой-то материальный просчет. Может быть и выгода, я такого не исключаю. Особенно выгода по девятке пентаклей. Правда, мои дорогие, водолей идет, потому что карта, она достаточно холодная. И девятка, это всегда говорит о переменах. Для кого-то подсказка, что будет необходимо, ну, видоизменить сферу финансов. Может быть, вот то, что Уран дробит, да? Была одна сфера деятельности, а теперь вы будете еще какие-то пробовать. Или чтобы деньги приходили не из одного источника, а из нескольких. Может быть, вам и придется иметь план А, план Б, план С. Сначала примерили на себя одно что-то, потом второе и третье. Пока вы определитесь, что же работает, что вам следует продолжать. Но вот сама по себе уже какая-то перестройка, реструктуризация, нам как карта говорит, и это причем мир материальный, как и денежный, но может быть это будет касаться документов. Ну к чему все идет или чем все обернется. А вот правда, по рыцарю Пентакли мы изучаем, детализируем. Это один из самых медленных рыцарей. А почему так медленно? Потому что счастье, удача первая любят тишину, и добрые дела наспех не делаются. Здесь именно нужно в каком-то вопросе, теме разобраться. Здесь поступательное, но не рывкообразное движение, мои дорогие водолеи. По рыцарю Пентаклей я также должна сказать, вот где-то по части взаимоотношений. По крайней мере, в моих раскладах, когда выпадает рыцарь Пентаклей, это будет свидетельствовать, причем, поверьте, проиграно на 1000 раз. Так вот, в вашем окружении есть такой человек, который вас может выручить буквально финансово. И это не говорит о том, что это какая-то безвозмездная сумма и на бесконечный срок. Но нет. К примеру, ваши деньги где-то задержались или не прошел какой-то платеж. И, ну, бывает и в жизни и так. А нам нужно именно что-то оплатить, или нужно как-то рассчитаться, или вот какая-то, ну, сложная такая финансовая история, вам нужно, как мы говорим, выкрутиться. Так вот, в вашем окружении есть тот человек, который вас выручит, буквально деньгами. Первый момент. И в вашем окружении есть человек, который дает дельные советы. Дельные, мои дорогие, не советы постороннего. Это не когда мы собираем общественное мнение, ни разу. Просто есть в вашем окружении та персона, вот рядом у нас аркан Иерофант, который либо сам был в подобной истории, либо имеет какие-то рычаги влияния, возможности. Или действительно вот этот совет, он от жизни, а не из каких-то 1000 возможных вариантов. Нет. То есть идеальным советом есть человек, который может помочь. Ваша задача, то есть люди такие присутствуют, но вы на них можете даже не подозревать, не думать. Вот беспристрастное мнение какое-то, да, или найти, как вычленить этого человека из вашего окружения. Вот об этом говорит карта. А где-то это нам о надежности тоже. Может быть, именно до конца декабря, если мы спрашиваем, как это обернется, к чему все идет, вам как будто такую персону не просто найти, а с чем-то определиться. И здесь какое-то сотрудничество, кстати, с таким человеком может продолжаться. Я этого не исключаю. Не будем говорить, на какой срок, но тут для вас это имеет в первую очередь значение. Почему? Потому что вы свое как стабилизируете положение. Нам это помогает буквально. И смотрите, карта Иерофанта, тут у вас королева Пентаклей. Иногда это тоже, как и карта король кубков, королева Пентаклей, это наши близкие. То есть, по сути дела, пара, да?
Ну, может быть, мы уже не привязываемся к знакам зодиака, хотя, в принципе, может быть и персона, которая рождена под знаком зодиака стихии Земли. Вот это как Уран в Тельце. Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент. Не все люди знают свой асцендент, потому что для этого времени, для этого нужно знать время рождения точно. Поэтому, ну, вот где-то в таких энергиях, а каковы энергии? Это та персона, которая умеет сказку сделать былью. Ну, вот как раз она умеет просчитать. И неважно, пусть это будет мужчина даже, почему нет? Ну, вот в таких энергиях. Просто король Пентаклей, там другие энергии у карты. А мы рассматриваем архетип, какую энергию нам несет сама по себе карта. Так вот, конечно, это, знаете, заботливая мать, добрая жена, хорошая хозяйка. Это та, которая благополучие с нуля может отстроить или на пустом месте, словно из щебня. Может быть, для кого-то из вас это то, что вам предстоит, я такое предполагаю, заниматься, да? Как в новом каком-то формате организовать свою жизнь. Ну, значит, у вас это получится. Но вот, видимо, все то, что где-то я сказала по аркану, добрые дела наспех не делаются. Может быть, вы будете что-то и изучать, и себя адаптировать к каким-то обстоятельствам. Но это вас делает и сильнее, и более прочной вашу позицию, мои дорогие водолеи. Вот, видимо, есть что-то, что у вас сейчас, и где-то по аркану Иерофант, карта королева Пентаклей, это, знаете, как энергии удваиваются, как будто по судьбе. Вот тот период, когда мы должны адаптироваться к тому, что произошло, сложилось. Это ваша задача. Это то, что, если хотите, нужно сейчас услышать и важно знать. Вот вам дается какой-то определенный период времени для того, чтобы вот эта адаптация, она прошла более стабильно, как можно более как-то так ровнее, потому что первая карта и из тех, которые к чему все идет, наступит тот пункт, который или момент разделит на период до и после вашу жизнь. Но к этому времени нужно быть в ресурсном состоянии. И вот как по пажу жезлов, обратите внимание, придет еще одна какая-то новость. И вот этот жезл, наш паж подбросила жезл, и он как будто сделал уже один виток и выходит на новый виток жизненных событий. То есть это действительно опять какие-то моменты. Уже сейчас вы можете получать какие-то новости или информацию, но приготовьтесь к тому, что несколько что-то ускорится. Иногда поживить это вестники в первую очередь. Я допускаю, что это у кого-то связано с детьми, с ребенком вашим. Но если детей нет, то это мы сами как будто инициируем новый жизненный этап. А почему? А потому что не хочется и оборачиваться, собственно говоря. Назад посмотрите, о прошлом ни одна карта не сказала. Вы уже как будто, практически на пороге стоите, да, вот с учетом Верховный Жрец. Вы уже где-то близко, но есть и темы, которые, может быть, вы еще и должны пересмотреть, словно закрыть окончательно, да, с чем-то определиться или с кем-то. Здесь я допускаю, как и финансовая тема, и все, что связано, да, откуда к вам приходят деньги, каким образом. Но точно так же есть еще и вопросы личной жизни. То есть вот это каким-то образом ваше окружение, вы сами, для вас будет помогать вам создавать вот этот волшебный узор из разных составляющих, когда будут реализованы ваши планы, понимаете? Но вы можете себя реально чувствовать как на развилке. Не сейчас, наверное, чуть позже. Может быть, это будет к концу декабря или уже январь. Именно за счет либо это как нужно разные компоненты соединять, или за счет того, что это будет какое-то известие. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я хочу вас поблагодарить за ваши добрые и искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.